Феномен танков. Все битвы были на самолетах и на кораблях. Я до 8 уровня дошел. И у меня сейчас чуть-чуть будет 10. Я не айтишник. Что ты хочешь от жизни, да? Благодаря ей я оказался в IT. Почему работать в варгейминге круто? У разработчика есть преимущество бесплатная голда. Зашкаливающий уровень бюрократии, жадность. Давайте не говори слово «стабильно». Это не просто карантин, это более длинный кризис. Были ли какие-то меры конкретно предприняты? Это возможность просто выйти из дома и где-то покататься. Продукт — это больше риск и больше прибыль. Аутсорс — меньше рисков, меньше прибыли. У нас в гостях один из руководителей варгейминга в Украине. Я, кстати, вот могу так тебя представить? В принципе, да. Окей. Чего греха таить? Я сам геймер, да, то есть мне эта тема очень близко. Я играю в танчики. Что приятно. Да, то есть аудитория делится, мне кажется, наша на две категории. Те, кто невероятно любят танчики, вроде меня, и те, кто их ненавидят, вроде жен танкистов. Но я думаю, что для начала было бы интересно услышать вот лично твою историю. Да? Кто такой Сергей Шумигара? Как случилось IT в жизни Сергея Шумигара? Я не айтишник, сразу говорю. То есть не очень публичная особа, не айтишник. И почему я в IT оказался, да? Началось все в конце 2005 года. Я ушел с последнего места работы. Где-то месяц отдыхал, потому что нужно было просто отдохнуть. Вот. Ну, как стандартно все разместил резюме в поисках работы. То есть было несколько довольно хороших предложений в то время. Вот. Ну и здесь вот как раз компания «Первая студия» в то время пригласили на собеседование. Вот. IT. Я не знал, что такое IT. Как бы, ну, я понимал, что такое IT. И тем более игровая индустрия. То есть было интересно. Очень интересно. В то время, этот 2005-2006 год, информации было совсем минимум. То есть мало кто понимал, что это такое вообще. Вот. По факту пришел на собеседование, и в то время владелец компании Ольга Никитова, то есть ее отношения, ее слова, то, как она рассказала, то есть вот благодаря ей я оказался в IT. То есть были интересные предложения, но вот она фактически меня взяла в работу в IT. Она искала человека на позицию директора компании. То есть моя роль, моя позиция — это управление компанией. То есть все, что связано с бизнесом, все, что связано с работой компании в Украине, кроме разработки продуктов. То есть на продуктах есть девелопмент-директора, то есть они занимаются разработкой. Все, что вокруг, то, что связано рядом, то, что работает, как работает компания, что она делает, как делает, финансы, HR, IT, ну, все, что вокруг этого всего, это было за мной. Ну и вот уже 14 лет я айтишник. Очень интересно. Вот очень интересна, во-первых, логика собственника, да, Ольги Никитовой, которая, тем не менее, на директора себе посмотрела на человека не из IT. Мне интересно понять, вот в чем ее логика была, это первое. А второе, как она продала, то есть как она убедила на фоне других интересных предложений, да, как ты сказал. Ну, скажем так, логика была, потому что на то время «Первая студия» уже существовала где-то 5-6 лет практически. И как раз компания росла. В то время «Первая студия» была это аутсорсинг-компания. Работали с крупнейшими западными компаниями. Electronic Arts, Sony, Microsoft, DICE. То есть, ну, очень много. И очень интересные проекты были. И на тот момент, когда я приходил, компания была порядка 160 человек, если я не ошибаюсь. И как раз вот тот момент, когда Ольга Никитова занимается продуктами, то есть нужно фокусироваться. То есть, а операционная работа нужно все-таки отделять от этого, потому что один человек, он физически не потянет это всего. Вот. И как раз вот тот момент настал, когда Ольга пригласила, показала и рассказала. Я говорю, я же не айтишник, что я здесь могу сделать, да? Вот. Она показала, что да, ты разработкой не занимаешься, но ты вся вокруг работы очень много, и она довольно интересная. И в любом случае ты хоть как не хочешь, ты все равно втягиваешься в то, что делает компания. Ты должен понимать, как происходят процессы, как работают люди, что им нужно, что для этого необходимо. То есть очень много процессов, которые на людей завязаны. И вот показав вот это все, мне стало очень интересно. То есть это была вот такая задача, цель, которую было интересно сделать. То есть не просто там прийти что-то делать, а вот вызов, который был интересен. Вот этим она затянула. То есть ей нужен был профессиональный управленец, в первую очередь, да, не айтишник. Да. Сереж, мы с тобой чудесным образом переместились в твое рабочее пространство, да, твой офис, твой кабинет, тот, за который ты скучаешь, судя по всему, во время карантина. Во время карантина было хорошо. Вот сегодня пришел, сел за рабочий стол, понял, что я соскучился за ним. Вот.
Я сразу только зашел, не могу не спросить по поводу самолетов. Вот, Ну, скажем так, когда еще в далекие времена самолеты вышли, то есть друзья подарили мне вот такой набор. мгм, Даже их было чуть больше, а остальное я отдал команде самолетов. мгм. То есть у них как бы тоже есть такие же самолетики, очень классно. Понятно. И, насколько я знаю, как раз самолеты преимущественно разрабатывались, то есть, в Киеве, да, в Да, Украине. это полностью разработка Украинская киевской студии. разработка. Да, да. Окей. Я думаю, что ты об этом думал уже. Вот феномен танков. Вот прям, если там опять кратко говорить, в 2-3 словах. Вот что попало, куда попало, почему оно так, как ты сам сказал немножко ранее, просто полетело там, бешено вверх. Это мечта, мне кажется, любого предпринимателя, чтобы не просто что-то сделать, 50 лет вкалывать и, возможно, заработать $1, да? А вот чтобы сразу и много. То есть танки — это первая игра, которая была сделана качественно, хорошо, которая вот, про танки была. Мгм. То есть до танков не было как таковых игр, такого уровня, такого качества. То, что раздвинулись границы, играют многие, играют все, да, и, скажем так, средний возраст игроков — это 35-40 лет. Мгм. То есть от маленьких до старших, да. Класс, как раз попадаю в Новый год. Я попадаю, вернее, Да, вашу выбор. да. Вот, поэтому то, что это большой диапазон, то, что это интересно, то, что обхватывает очень многие. То есть это не стрелялка, которую ты пострелял, не всем интересно просто пострелять. Да, это война, да, это стреляют с танков, но это очень большой объем всего. Поэтому многие находят то, что им интересно. Сколько людей глобально, да, в варгейминге, сколько в Украине, сколько в Беларуси? Глобально больше 4,5 тысяч, 20 офисов по всему миру. В Киеве 440 человек, чуть больше даже. В Минске больше 2000, в Питере там, точно не помню, но за 600 с чем-то. То есть по факту есть продакшн-студии, то есть студия разработки, да, это Минск, Киев, Питер, в Америке офисы, в Праге. Есть студии, которые, не студии, скажем, офисы, которые занимаются поддержкой и всем остальным. Вот. Поэтому мы одна из крупнейших. То есть мы, там, условно, 3-4 студия по размеру, если брать Wargaming. Такой вопрос. То есть в Беларуси 2000, да, с половиной, 2400. Что сделать, чтобы в Украине было не 440, а 2,5? Или что мешает? Я не скажу, что что-то мешает. Наша работа, вот почему в Wargaming интересно работать, потому что у нас нет как такового, что танки делаются, например, в Минске. У нас тоже большая команда, которая делает танки. Наша арт-команда, которая там 90 человек, делает на многие проекты то же самое. Арт-команда, это имеется в виду художники Да, как раз? да. Wargaming как раз вот интересен тем, что проект не делается в одной локации как таковой. То есть если есть экспертиза, опыт, люди, которые находятся в других локациях, они работают там. То есть там это звено находится. То есть не нужно перевозить какого-то человека, там, условно, с Австралии в Америку, либо в Европу, в Украину. Это все в сегодняшнем мире, оно глобально все. Поэтому глобально может работать как необходимо вот звенья всего этого цепи. Поэтому да, танки делаются в основном в Минске, там все находится основной мозговой центр, но танки — это самая большая часть. Сколько людей тебе репортят, вот непосредственно тебе в Украине? Прямых подчиненных 9. 9, Да? окей. Вот те, которыми ты прям непосредственно бок о бок ежедневно работаешь. Скажем, да, это прямая линия, которая сразу подо мной, да, условно скажем. Непрямых подчиненных еще там. Можно сказать 440 там. 5 штук, которые не прямых подчинений, у которых свои направления, да. Всех 440 я не менеджерю, то же самое, да. Есть development директора, которые на продуктах отвечают за свои продукты, они занимаются этой частью. Понятно. То есть IT-компания, продуктовая компания и геймовая компания, она как раз вот чем хороша, что каждый занимается своим кусочком, и каждый делает свою работу. Теперь возвращаясь к первой студии. Аутсорсинг для крупных западных проектов, да, очень интересно. Вот как ты чувствуешь, то есть ты пришел не из IT в IT, как быстро ты почувствовал, что ты адаптировался? Да, например, сейчас имею в виду совет для тех ребят, которые идут совершенно не из IT в IT. Сложно ли было? Точно ли ты чувствовал, что тебе вот прям вот совсем не хватает, это прям критично для работы? Хотя мы обсудили, да, что у тебя функционал был. Вот как адаптация происходила? Скажу так, сложно. То, что ты не из IT, ты по факту работаешь в IT-компании, ты можешь занимать либо позицию, либо делать работу, которая возле каких-то разработок, либо каких-то продуктов, либо чего-то еще.
Те, которые айтишники, условно, там, программисты, художники, дизайнеры, им намного легче, потому что они в узкой какой-то части своей находятся, они там варятся, там развиваются. Но вокруг всего коллектива есть очень много сервисов, всяких услуг, то, что необходимо делать. Поэтому не нужно бояться. Условия сейчас и тогда, 14 лет назад, намного изменились. Поскольку мой функционал был немножко другой, то есть я понимал, что хочет владелец компании, что ей нужно было, и старался сфокусироваться именно на этом. То, что делали как раз в то время, это необходимо было делать. Потому что компания росла, и я, в принципе, рос как раз в компании. Да, то есть даже если ты не программист, но ты бухгалтер, юрист, рекрутер, HR и так далее, то есть можно без проблем, не боясь подавать резюме в IT-компанию, пробовать, даже если нет какого-то IT-опыта перед этим. Абсолютно. Okay. Это очень хороший опыт, который даст очень много. Да, то есть разговор о том, что если ты классный бухгалтер, то ты классный бухгалтер, он нужен всем, да, неважно, IT это компания или не IT. Да, особенно IT. Если так посмотреть исторически, то компания существует с 2000 года. Я в компанию пришел в январе 2006. Компания аутсорсенная делает игры, но для западных клиентов. То есть в основном это были американские компании. Проекты очень значимые, очень большие. Было интересно, вот реально интересно, потому что ты когда видишь, там еще диски продавались, да, вот игры продавались, то есть ты видишь на раскладках, о, мы вот это делали, мы вот это делали. Вот это было классно. В 2010 году мы как в аутсорсинге стали делать для танков в Беларуси, в Минске, команде Wargaming французскую ветку танков. То есть наши художники, очень мощная, сильная команда, вот, начали делать для World of Tanks танки. В 2011 году, то есть, поскольку танки очень быстро росли, очень динамично, то есть как только они вышли, они вот не просто вот так вот, они вот просто взлет идет. В Минске, понятно, уже ресурсов не хватает, то есть нужно делать что-то, как-то добавлять. И обстоятельства сложились таким образом, что, в принципе, вот наши интересы, их интересы, они сошлись. Для первой студии это было хорошо, потому что мы уходили от сорсинга и делали продукт. То есть то, что фактически геймовая компания, которая аутсорсинг, она рано или все равно хочет делать свой продукт. Вот. И сотрудники, и ребята все хотели делать собственный продукт. Даже там какие-то наработки были, что-то делали. Для Wargaming это была как раз та ситуация, когда нужно было расти, ресурсов не хватает, наша экспертиза, наш опыт, наши знания как раз были в тот момент очень хорошо. И вот 2011 год это все произошло. То есть мы стали по факту киевской студии разработки Wargaming, которая вот до сих пор существует. Все. Да, читал в одном интервью, что, похоже, Wargaming пришел немножко раньше, в 2010-м, да, непосредственно первый заказ. Да. И сначала он вообще не выглядел как-то особенным, привлекательным на фоне других проектов. Во-первых, это не западный, да, заказчик, как бы, да, это белорусская компания. Ну это был как маленький кусочек, да, такой вот. Да, как бы подработать. А потом это стало в какой-то момент действительно привлекательным, да. А как вот произошло дальше разговор, интерес с точки зрения бизнеса о таком тактическом партнерстве, либо о том, что Wargaming, условно говоря, теперь первая студия занимается только Wargaming? Было время, когда мы думали, то есть в разговоре внутри там коллектива, как бы разговоры вели, что собственный продукт — это классно, это хорошо. То есть нужно переходить к это вот продуктовые вещи. И вот совпали интересы. То есть как раз вот Wargaming рос, мы хотим делать продукты, а давайте попробуем, давайте. Вот как бы это все срослось. Вот реально в то время это было вот очень, очень кстати совпало все. А как транзишн происходил? Имеется в виду, например, в 2011 году вы начали Wargaming, но у вас еще оставались там какое-то время, например, там, в 2012 году другие проекты? Или нет, вот сразу как-то резко только Wargaming? Нет, транзишн был, ну, скажем так, это старая вся информация, но он был. Да, небольшой период был. Окей. И потом постепенно стало только постепенно, потому что была часть команд, которая уже работала на танке, была часть проекта, который мы должны были закрыть, завершить, то есть этот период был в любом случае. А первые танки читал тоже в интервью, это, похоже, был то ли какой-то или несколько американских и французская линейка. Вот французскую линейку нарисовали наши ребята. И это было то, что первое, что начали делать? Да. Шикарно. Есть ли какая-то у вас в компании, уже, вероятно, легенда о том, как появилась вообще идея танков? Ну, то есть есть ли какая-то информация в компании, что говорят? Например, какой-то прекрасный солнечный день, Виктор Кислый вот проснулся и говорит: слушайте, так, поехали в гараж, будем пилить танки, первую версию. Ну, это не секрет, в принципе, это много комментариев тоже Виктора, да, и как бы с чего танки пошли, да.
То есть Wargaming существует давно. То есть еще до танков были игры, которые они делали. Ну, в двух словах, это, то есть делали игры, то есть хотели сделать какую-то игру. Сначала были орки, в то время это было популярно, да, там все остальное. Но в какой-то момент Виктор сказал, давайте сделаем про танки. Ну вот, как бы одно за другое зацепилось и пошло. А нет это просто что-то такая бизнес-идея была? Или, может быть, Виктор, не знаю, всю жизнь увлекался танками? Например? Это та ниша, которая не была занята, во-первых. Okay. Вот, ну, это было интересно. То есть, ну, этого никто не делал еще. В какой-то момент появились также самолеты, да, сначала, и корабли. Я читал в одном из интервью CEO, да, Виктора Кислова, что вначале они делались в каком-то смысле по образу и подобию танков. В начале. Тут была такая идея. Я где-то ее понимаю, то есть если что-то один продукт взлетает, то есть почему бы не масштабировать этот опыт. Но в итоге они пошли своим путем, как он тоже в интервью сказал. Да. И он сказал, что если вы меня спросите, что завтра будет, куда эволюционировать корабли и самолеты, я не знаю. Это занимается отдельная команда, я сам с интересом как бы слежу за этим и так далее. Так ли это, да? То есть корабли и самолеты действительно по образу подобию танков, то есть в этом была стратегия? Ну, началось все, первым пошли, как бы, да, стратегия была самолетов, то есть почему бы не сделать самолеты, как и танки есть. Да, самолеты делались на движке танков, но это, скажем так, почему не взлетели, ну, не пошли, не взлетели, как говорят, да? Самолеты? Да, самолеты. Я так не считаю. То есть самолеты — это хороший нишевый продукт, очень хороший. Но на самом деле самолеты — это не танки. И идти следом за успешными танками довольно сложно. Если брать это в рамках всей игровой индустрии и посмотреть, не привязываясь к танкам, а просто к игровой индустрии, то это совсем отдельный продукт, который совсем другой. Самолет — это другое. Это не двухмерное пространство. Ты не сидишь, как там в танке в кусты спрятался и можешь там стрелять. Ты постоянно в движении. Ты не можешь спрятаться за кустик, либо как корабль задал движение, и ты плывешь куда-то. Тебе нужно все время двигаться, тебе нужно целиться во время маневра. То есть это трехмерный. И там динамика и скорость намного выше. Это не все могут. Но попробовать нужно, потому что игра бесплатная. Зайти попробовать, потому что сложить свое мнение. Да, это сложнее. Поэтому, наверное, количество новых игроков больше отсеивается, потому что реально сложнее играть. Но это очень хорошая нишевая игра. Отличие понятно, несмотря на то, что там подобие, но есть как бы разные там фокусы, да? Корабли. В чем фокус на корабли вот на этом фоне? Скажем так, корабли как раз вот вышли после самолетов. То есть наш опыт, как раз наши там условно ошибки какие-то помогли кораблям избежать каких-то вещей даже. Корабли — классная игра. Вот, графика вообще волшебная. Да, я сейчас подсел на корабли на планшете. Вот. Я до 8 уровня дошел. Да, и у меня сейчас чуть-чуть будет 10. Вот. Ну, время меньше позволяет, поэтому меньше играет. Ну, было время, что каждый день. То есть сейчас вот на планшете, на кораблях. То есть корабли немножко другая. Там больше стратегии, скажем, да, потому что ты смотришь по сторонам, больше времени, точно сконцентрироваться. То есть это немножко другая механика, другая чуть-чуть игра. Вот. И кому что более важно. Кому-то нужно просто пострелять, как на танке легком взял, заехал, всех засветил, пострелял и героически умер. Либо на корабле. Ты плывешь, ты видишь всю картину, видишь карту, как что происходит, и ты делаешь стратегию. То есть больше времени на это все позволяет. Вот там это другое совсем. Самолеты ты должен постоянно двигаться. То есть это разные игры. Поэтому не нужно сравнивать танки, корабли, самолеты как таковой. Это разные игры, разные совсем вещи. Ну, танки невероятно успешны в первую очередь в Восточной Европе. Это не только СНГ, это еще и Восточная Европа. Там, Польша, Германия, даже это Западная Европа. И это я читал, да, Чехия, Словакия, вот да. этот весь регион. Но менее успешные совсем в Западной Европе начинают Франция, Испания, ну и, конечно, Штаты. Почему? Ну, наверное, исторически так сложилось, да, потому что все-таки танки, самолеты, корабли — это период Второй мировой войны. Если брать Восточную Европу, там вот вспомнить еще Советский Союз и все остальное, это то, что все деды там условно там воевали пехота либо танки. Все были на танках. На кораблях было очень мало, самолеты были, но все равно это было не то. Если брать Европу и Соединенные Штаты, это, особенно там вот Штаты, это корабли, самолеты. Все битвы были на самолетах и на кораблях. То есть это немножко другая историческая, скажем, основа. Европа, восточная особенно, все на танках, битвы курские, все остальное, то есть это танковые битвы, все остальное, железо. Шикарно. Та же Япония, там только корабли и самолеты, там танкам негде, по горам танкам. По Тихому океану да. по танкам не поездят. Танки не ездят, да. Шикарно. Так, можно предположить, что как раз самолеты и корабли, их появление, связано такой с экспансией на Запад. Да? Ну, это было, да, одной из причин, почему
ветка как бы уходит, потому что танки это хорошо, но остальные рынки тоже нужно. Ну, основной рынок не только танки, там и корабли намного больше идут, например. Ну, тоже. простое, достаточно элегантное решение. То есть берем тот же движок, но даем вам то, что вы привыкли видеть. Да? Шикарно. Насколько это сработало, не сработало, можем говорить. Ну, корабли сейчас это второй продукт. Снова-таки из интервью Виктора, это было интервью 12 декабря 2019 года, совсем недавно, то есть 3-4 месяца назад, и что new big thing, то есть новую большую вещь мы сейчас делаем. Даже якобы делают ваши ребята, команда, ну там и в Лондоне, часть студии, по-моему, в Сиднее также и так далее. И также он сказал, что этот жанр будет тот же, то есть жанр мы не меняем, это тоже война, это экшен. Вот мне просто интересно с точки зрения, а почему жанр не меняете? Почему, то есть откуда такое желание к войне, не знаю, это у Виктора конкретно такое предпочтение, или это часть такой более продуманной стратегии? Ну, этот вопрос лучше Виктору тогда задать, да? То, что мы делаем хорошо, мы это делаем. Ну, если бы мы там начали рисовать цветочки, наверное, мы бы или плохо рисовали цветочки, условно скажем, да, или там машинки какие-то или что-то еще. То есть Wargaming — это военная страна. То есть это все, что связано с военной тематикой. Вот. Поэтому... То есть если хочется спустить пар, то вот здесь прекрасная возможность, да? Хотя на самом деле в компании есть много продуктов, помимо танков, да, которые с другим направлением. Тоже и мобильные, и на консолях. То есть те игры, которые интересны. Поэтому это не мешает одно другому. Сейчас мы, с одной стороны, встречаемся в офисе, но при этом стоим на 2 метрах. Перед тем, как встать в эту позицию, мы не случайно, мы померили линейкой. Мы соблюдаем. Вытянули руки друг к другу. Социальную дистанцию. Что произошло во время кризиса? То есть вот прямой вопрос. Выросло ли для Wargaming количество геймеров? То есть выигрывает ли компания от кризиса? Как ни странно это звучит. Как ни странно, да? Ну, скажем так, не только Wargaming. Взять игровую индустрию, все компании, которые делают игры, не только игры, любое развлечение, телевидение, какие-то онлайн, все, что онлайн, оно все выросло. Это нормально. Люди сидят дома. Понятно, что люди не ездят в транспорте, не сидят, не занимают время, они играют. То есть им нужно развлекаться. Понятно, что это выросло. Да, выросло. Но это не только Wargaming, это все игры. Если взять любые игры, особенно не у каждого там 2-3 компьютера дома, один компьютер, да, обычно стоит. Либо телефон, либо планшет. То есть онлайн игры выросли еще больше. Я бы сказал, значительно выросло, там в 2 раза удвоился бизнес? Нет. Или? Нет. Ну, это рост есть, в любом случае есть. Но есть какой-то предел, но не все играют в игры. Wargaming — частная компания. Да. Можем ли мы в рамках этого интервью говорить об IPO? То есть ведутся ли такие разговоры, нужно ли это вообще компании? Твоя точка зрения, я понимаю. Я бы не комментировал сейчас это. Окей, хорошо. Хотя мне уже примерно понятна идея. Хотя спрошу теперь иначе. Вот с твоей точки зрения, хотя, возможно, ты не работал на публичной компании, но ты чувствуешь преимущество в том, что сейчас именно частная компания, не публичная Wargaming. Есть ли в этом преимущество? А что ты считаешь в этом данном случае преимуществом? Дело в том, что обычно, когда публичная компания, там прессинг, да, например, квартал заканчивается, нужно показать акционерам какие-то прибыли и все остальное. В одном из интервью прозвучало, опять-таки, Виктора Кислого, что это большое преимущество, что у нас нет вот этого прессинга, и мы, если хотим сделать какую-то игрушку, вот мы делаем ее так, как мы чувствуем, ну и по скорости, и как она должна выглядеть и так далее. Я даже отвечаю. Скажем так, есть плюсы в частной компании, есть плюсы в публичной компании, да. Поэтому на данный момент, наверное, да, я с Виктором соглашусь, потому что да, какие-то плюсы есть. Что будет условно там через 2, 3, 5 лет, посмотрим, потому что компания динамичная, она все время развивается. Были идеи там публичной компании, частной, какие преимущества. То есть в каждый период компании нужно дойти до этого момента. Вот когда этот момент придет, тогда будет разговор. Опять-таки, насколько эта информация доступна, кроме, собственно, Виктора, сколько собственников Wargaming сейчас? Ну, без комментариев. Да. Хорошо. Ну, мы можем говорить, что это ключевой собственник? Да. 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 Для наших зрителей, то есть публичная компания, в чем отличие? Это когда не один или там 5-7 собственников и тому подобное, а когда их могут быть тысячи. То есть люди, которые владеют небольшим процентом акций, и они никак не участвуют в жизни компании, но они получают дивиденды, ну и могут частично участвовать, голосуя там, раз в году за, например, руководителя компании.
Кто конкуренты сейчас у танков, кораблей, самолетов? Конкурентов в продукте? Да. Это ММО-игры, то есть free-to-play, то есть любые производители игр. Бесплатная военная? Бесплатные, да, да, Мгм. да. Есть какие-то конкретные, с которыми, ну там, не знаю, вряд ли вы слишком переживаете, но так держите на горизонте, там, поглядываете на кого-то? Ну, их очень много, то есть даже те же там, по следам танков, довольно там танки онлайн, все остальное. То есть, ну, были попытки все остальное сделать, как бы подобное. То есть, да, но мы двигаемся все равно вперед. То есть, ну, да, мы видим, что происходит, как происходит, но танки есть танки. Окей. В чем вот такое конкурентное преимущество? То есть все поняли, что это успешно, начали копировать, но тем не менее догнать не могут. То есть почему? В чем конкурентное преимущество? Как такового одного конкретного преимущества, наверное, и сложно выделить. Танки все-таки, ну, на мой взгляд, это тот продукт, который вышел в то время, когда то есть расширились какие-то границы. То есть начали играть люди, которые не играли в компьютерные игры, условно. Танки позволяют разным категориям людей получить то, что они хотят. Кому-то нужен экшен, кому-то стратегия, кому-то нужно посмотреть исторические какие-то, да, вещи, как-то прокачать танк, посмотреть, потому что графика очень хорошая. То есть исторические какие-то моменты по танкам, потому что это описание. Реалистично. Да, все реалистичное. То есть кто-то туда влазит. Кому-то интересно просто экшен, да, условно там возьмет какой-то САУ, залезет в уголок карты, спрячется за кустики и начнет всех намочить. Кто-то, как говорил, на легком танке залетает, всех светит и тут же умирает. Но он счастлив от этого, потому что он там за 2 минуты умер, но он всем помог. То есть если на работе у тебя конфликты, возможно, ты недоволен начальником, ты можешь прийти вечером и... пострелять начальника. Но на самом деле танки как раз позволяют... Разные игры можно по-разному смотреть. Танки позволяют все-таки это командная игра. То есть ты не... Если ты будешь... Каждый заходит в игру и начинает играть сам за себя, команда проиграет. Нужно все-таки учиться командные какие-то вещи. Поэтому кто-то находит здесь что-то интересное. Большая часть то, что большая аудитория, большое общение, и люди находят общение между друг другом. Потому что реально посмотреть, ну вот за все время, которое вот уже сколько там в Украине, да, танки находятся, Wargaming, я не встречал ни одного офиса, где не играют танки. Ух ты. Да, то есть людям интересно, да. Ты приходишь, там туда-сюда 5 минут поговорили, вы откуда? О, а давайте поговорим. Это намного сближает в любых отношениях. Вот, поэтому людям интересно, люди общаются. Вот это вот все, оно и дает вот этот большой-большой плюс. Точно, да, это не только экшен, это целое уже комьюнити людей, которые общаются по интересам. Шикарно. Игра бесплатная. Бесплатно. При этом Wargaming зарабатывает. Да, Где это деньги? free-to-play, но внутри встроенные платежи есть. Ну, это нормально. То есть это тот бизнес, который как бы рассчитан на это. То есть игрок, если хочет, он может купить, но это не обязательно. Не обязательно. Ну, я сам покупаю, например, тоже в наших играх. То есть я вижу там какая-то классная штука, какой-то хороший танк, либо, ну, в кораблях сейчас больше покупаю. Поэтому вот, мне нравится, да, я куплю. Ну, не вижу в этом проблем. То есть, ну, человек может бесплатно там, год-два играть и что-то достичь. Кто-то хочет быстрее, либо кому-то интереснее. Это делается за деньги. Но геймплей бесплатный существенно не страдает, да? То есть если, Нет, ну, понятное дело, что можно быстрее, как всегда, да? У нас можно и справочку в Эвире оформить там. За какие-то деньги. Да. Быстрее или паспорт загнать. Но танк у нас так не получишь. Была первая студия, стал Wargaming. Не спрашиваю всяких секретных участий в сделке, но даже просто пребывая на той позиции, в которой ты пребываешь, думаю, что твое вознаграждение, оно конкурентное. Да. Не исключаю, что есть какие-то акции, возможно, внутренние в компании, но это модно и принято. На что тратишь? Вот что тебе приносит радость в жизни? На что тратишь деньги? Ну, должна быть какая-то мотивация. Я понимаю, что танки это прикольно, но... Ну, всегда танки не потратишь, да? Да, да. Тем более у разработчика есть преимущество, бесплатная голда. Да, сложно сказать. Ну, как обычный человек. То есть дом, семья, как бы все есть, да, с одной стороны. Отдых. Наверное, очень люблю путешествовать, да, много путешествую. Объездил очень много стран. Тем более ребенка, как бы тоже. У меня ребенок уже проездил столько, сколько я в таком возрасте никогда не был в жизни, да. Вот, поэтому есть вещи, которые я хочу сделать, да. Я планирую какие-то вещи, есть какие-то проекты, которые хочу сделать, поэтому как бы деньги вкладываются, может, туда в какой-то степени.
То есть это не связано там с работой, это именно свое хобби какое-то, какие-то вещи. А какие, может быть, хобби еще есть, кроме путешествий? Это я понял, что это прям то, что драйвит. А есть еще какие-то, вот чисто хобби, не связанные с амбициями, вот с теми секретными планами? Просто, не знаю, то, что ты делаешь, кайфуешь. Люблю собирать модели. Да, вот похоже, как вот эта карта. Есть такое же самое, делать из дерева. Вот уже там более 2 десятков уже собрал. То есть это там, можно за день, можно за неделю собирать. Да? Там, то же самое, без ничего ты это все собираешь. Люблю кататься на велике. Вот как раз карантин, купил себе новый велик. Очень классно. Это возможность просто выйти из дома и где-то покататься. Потому что реально дома тяжело сидеть, особенно там утром, вечером, когда хочется расслабиться. Да? И никого нету, ты едешь куда-нибудь там в лес, в поле, на велике заезжаешь, просто кайф. Вот. Недавно стал на лыжи, никогда не поздно. Ух ты! Да. Где-то тут в Киеве, Протасов Яр, да, вероятно, или что-то Нет, такое? попробовал где-то пару лет в Протасовом Яре, потом поехал в Альпы, но вот в декабре, вот в этом году как раз уже в Карпатах. Я наконец понял, что это такое. Ну, мы, конечно, готовясь к интервью, не могли не посмотреть на все ресурсы доступные, в том числе зашли на прекрасное IT. Да. Это такой ресурс, в котором порой айтишники спускают пар анонимно. То есть непонятно, насколько это реально или нереально, но тем не менее это есть. И вот в частности было написано, что зашкаливающий уровень бюрократии, жадность, я буквально цитирую, это не мое мнение, постоянные овертаймы, навязывание корпоративной культуры. Видимо, это кто-то обиженный человек вот так прокомментировал. Ну, скажем так, обиженные всегда будут. И обиженные всегда пишут на этом IT, условно, да, скажем. Если это там один человек, который обиделся на что-то, ну, это его личное дело. Можно посмотреть намного больше других отзывов, которые абсолютно противоположны. Согласен. Вот, тем не менее, продолжая вот именно этот отзыв, там звучало, что даже запрещают говорить на острые, в кавычках, темы внутри компании. Что такое острая, на кавычках, тема? Вот это и был мой вопрос. Я хотел вот тогда нужно у него спросить, что он имел под этими кавычками в виду. Ну, то есть корпоративной культуры в Wargaming нет запрета говорить на любой любые человек темы. может спросить что угодно, у кого угодно. Это не запрещается. Это наоборот. Политика такая, что можно спрашивать. Если ты не спрашиваешь, значит, что-то ты не понимаешь. Ты должен спросить. Спроси кого угодно. Меня могут любой спросить. Я могу спросить кого угодно. То есть в этом запрета нет абсолютно. То есть это именно какой-то такой частно-субъективный опыт, абсолютно, какой-то да. отклоняющийся. Угу. Что касается гендера, да, в Wargaming, все говорят, что программисты в основном мальчики. Да. Ну, так же и в сложилось. Wargaming. Мы не исключение. Угу. Если так в процентном соотношении, навскидку. 70 на 30. 70 на 30. Вот эти 30, они как-то растут, меняются, или это вот стабильный процент много лет? Вот как раз было самым интересно, да, последние несколько лет количество девушек, женщин растет. Угу. И это приятно. А с чем это связано, как ты думаешь? Наверное, то, что поколение выросло все-таки другое. Угу. Те, кто уже там, условно, там за 20 плюс, небольшой, да, вот как раз вот молодое поколение, оно подросло к этому моменту. И что интересно, как раз не только там, условно, художники, а и программисты девушки. То есть, то есть это приятно. Угу. Есть ли какие-то, вот не знаю, основные фишки, 1, 2, 3, вот твои секреты менеджмента, вот этими 9 людьми, вот чем ты гордишься, вероятно, или что ты считаешь вот именно своим, не знаю, максимально важным для того, чтобы, ну, очень же важно не только нанять, да, хорошего таланта, а затем, чтобы он максимально перформил, да, на этой позиции. Вот что для тебя вот важно, 3 вещи в работе с людьми, что ты видишь? Какие? Я не привязываюсь к 9 человекам, потому что я могу подойти к любому сотруднику, который находится в подчинении с этих 9, поговорить, он также может пойти и спросить. То есть то, что первое, ну, наверное, все-таки это команда. Потому что любой руководитель без команды, он плохой руководитель. То есть это команда, которая тебе доверяет, которой ты доверяешь, и вместе вы делаете работу. Это самое главное, ну, на мой взгляд. Уточню, вот, окей, команда, 7 человек из 9 голосуют за какое-то решение, ты против. То есть вот где эта граница вот, команды, доверию команды? Скажем так, я знаю намного больше, чем остальные. Okay. Если кто-то из этих 9-7 что-то не знает, в моей голове должно держаться то, что люди могут не понимать или не знать. И мне нужно учитывать интересы не только, там, условно, своей команды продакшена какой-то, да, разработки, других студий, другой компании,
главного офиса, все остального, ситуация на рынке и все остальное. И вот этот комплекс как раз и должен, я выслушаю, пойму, но если какие-то вещи будут, да, я приму решение, которое будет в интересах всех компаний. Не какого-то там определенного решения каких-то людей. Вот и все. То есть решение за тобой. Все-таки это централизация, но с элементами Ну, это не доверия и централизация, демократии. да. То есть люди делают свою работу, но есть вещи, которые нужно принимать на более высоком уровне. Вот и все. Хорошо, команда — это была первая вещь. Еще? Ну, то, что я для себя, это все-таки справедливость. Окей. Я не люблю, когда люди несправедливо что-то делают, нечестных людей. Не люблю, когда что-то происходит там, условно, там закулисные какие-то вещи и все остальное. И, ну, если уже из 3 частей брать, 3-я часть, наверное, все-таки это я очень спокоен. Мгм. Да, вывести меня очень сложно. Как-то спрашивал, мне люди даже говорят, что я, сейчас, как же говорили, мягкая настойчивость. То есть я не... Даже редко кто, наверное, помнит, я даже и сам редко запоминаю, когда я на кого-то кричу, условно скажем, да, то есть не нужно повышать голос, чтобы тебя услышали. Ну, скажем, это такой принцип у меня. То есть, но все равно я буду требовать. То есть, да, настойчивый, но мягкий, да, условно. Людям даешь свободу, я не буду лезть в микроменеджмент, если так уже больше широко пойти. Я людям доверяю. То есть, если человек делает свою работу, прекрасно, он понимает, и как это нужно сделать. Я просто буду в каких-то моментах контролировать точно, чтобы это все двигалось в общих рамках. Смотреть за тем, что происходит более широко. Потому что позиция занимает, позиция подразумевает то, что нужно все-таки стратегически думать. И смотреть в более широком обхвате, чем узко, когда направленность, там, HR, либо там продакшн, либо в бухгалтерии, либо что-то еще. То есть нужно смотреть вот в таком большом-большом-большом объеме. И когда где-то кто-то какой-то провал, вот тогда ты туда уже лезешь, туда вот какие-то вещи, да. Ну, И даже микроменеджмент возможен, да, в этой части. да, микроменеджмент, но ты человеку рассказываешь, показываешь, человек должен это делать, а ты только это присматриваешь, только контролируешь, не более того. Потому что лезть в микроменеджмент — это всегда плохо, ну, на мой взгляд. Сколько времени ты в процентном соотношении проводишь в офисе и дома? Не связано с карантином, вот в обычное как бы время существования. На самом деле все зависит от того, какой этап, либо какие-то цели, либо какие-то задачи стоят. И на сегодняшний день технологии позволяют, в принципе, работать даже с машиной. Последние лет 6 я дома не держу ноутбук, ни компьютера. То есть у меня принцип. У меня есть планшет, есть телефон. Мне этого достаточно. Поэтому я могу работать и в 12 ночи, когда угодно, да, и в 6 утра могу встать, посмотреть почту, ответить или что-то другое сделать. Нет привязки к вот временной. Потому что мне достаточно даже в машине. Куда-то я поехал, где-то уехал, я постоянно на связи, все знают, что меня найти очень легко. Мессенджеров куча, телефон в крайнем случае, почта в телефоне раз, написал ответ, все. Работа не привязывается к временным рамкам. Согласен. Но это немножко уточню вопрос. Я, например, когда играю с детьми, да, со стороны вниз меня посмотреть, сразу понятно, что я только внешне играю. То есть, и вот это у меня вопрос больше, да, вот вопрос, да, не территориально, не где ты. Вот просто, как ты сам чувствуешь, ты доволен вот этим балансом, сколько ты уделяешь время работе, сколько семье, и если доволен, то почему, какие секреты? Да. В принципе, скажем, да, доволен. Баланс нужно находить. Семья, работа — это все-таки вещи, которые должны дополнять друг друга. Если у человека дома плохо, он будет плохо работать на работе. Ну, это понятно. И то же самое, если у человека плохо на работе, будет плохо дома. То есть эта взаимосвязь очень тесная. Чем лучше дома, тем лучше человек работает. Даже вот у нас в офисе посмотреть, ты видишь, человек приходит, там грустный какой-то или что-то еще, что случилось, как туда-сюда, как бы, да, если совсем ситуация, иди домой. Потому что один человек с плохим настроением может на целый день либо больше испортить настроение всем остальным. Баланс нужно находить обязательно. Как ты его находишь? Вот именно вот конкретно твой опыт. Сложно ответить. Ну, я не ставлю, скажем так, ни домашние, ни рабочие вопросы в какой-то там приоритет. Да? Я могу дома решить какую-то сложную задачу рабочую, и в то же время, как и ты, там, играть с ребенком, да, условно. То есть, когда малая сидит, играет на телефоне или планшете, я могу что-то параллельно сделать. Вот, поэтому дом все-таки это то, что дает силы. Без этого никак. То есть твой ответ — это скорее такие технологии, которые в последнее время ты так миксуешь. Да? Это очень помогает. Это реально очень помогает.
Много копий сломано в обсуждении там аутсорс, продукт в Украине. 90% это аутсорс, так принято говорить, возможно немножко меньше. 10% это продуктовая компания. Wargaming это как раз таки продуктовая компания. Твое мнение, что нужно Украине, что развивать более правильно, ну и так далее. Вот. Твое мнение по поводу этого батла между аутсорсом и продуктом? Я бы не говорил про батл, аутсорс, продукт. Это две разные вещи, которые должны быть вместе. Они в любом случае будут вместе. Аутсорс — это отдельное направление, продукт — это совсем другое. В любом продукте есть аутсорс. Продукт без аутсорса невозможен. Это нормально. Если сравнивать, почему у нас больше, чего-то меньше, много факторов. Да? Почему на Западе там аутсорса тоже не хватает, да? А продукта более значимые, более масштабные. Там другие условия. Если говорить так, привязываться к каким-то деньгам, либо не деньгам, либо чему-то еще, то есть можно обозначить разницу. Продукт — это больше риски, больше прибыль. Аутсорс — меньше рисков, меньше прибыль. Поэтому в Украине сложились условия такие, что все-таки у нас по-другому все построено. Да, аутсорс меньше риски, но да, работает, оно растет. Если бы у нас были условия того, что делались большие продукты, и не просто там сделали продукт и продали туда, а сделать продукт, оперировать здесь в Украине, создать условия, которые, наоборот, те продукты, которые даже где-то в другом, там, в Китае или в Индии делаются, они заходили в Украину и оперировать здесь. Вот тогда это был бы прорывная вещь. Потому что продукт — это совсем другой объем. Вот посмотрите на наши, там, да, IT-индустрия растет в Украине 20-30% в год, да. Если бы это были не аутсорсеры, а продуктовые компании, да, то у нас бы не вот такие вот там диаграммы, а вот так вот, вверх. Ну, даже ты знаешь, да, вот, да. Любой продукт взять. Если он сделан классно в Украине и оперируется в Украине, ты можешь представить какой-то масштаб денег. Это совсем другой масштаб денег. И если бы это был там не 1, 2, 10, а там, сотни каких-то продуктов, совсем другая бы ситуация была. Но для этого нужны условия. Пока. Вот как раз об этом мой вопрос. Вот что ты бы видел, ну опять, может быть, не давались много деталей, но там 3 верхнеуровневые какие-то вещи, что должно поменяться, или в какую сторону смотреть, чтобы условия стали лучше для продукта? Чтобы появились украинские скайпы, вайберы, зумы? Ну, они появляются, они делаются, но они уходят, оперируются там, это не оперируется в Украине. Да, наверное, это целый комплекс проблем. Преимущество IT-индустрии в том, что ее не мешали. Да, ее сложно как-то подобрать, забрать. Это не фабрика, не завод, ее в карман не положишь, охрану не выставишь и ничего не сделаешь. Рейдерства нет. Да. Поэтому большой этот плюс как раз индустрии нашей в этом и есть. Мы можем работать из дома. Вот, один день и все работают из дома. Ну окей, как бы не проблема. А вот то, что создать условия для того, чтобы как бы стратегически, да, и стратегически там не на год, там, 2 или как-то вот, а почему сегодня так, а давайте сделаем вот так. Поставить более стратегическую какую-то цель, чего мы хотим достичь, да. Мы хотим иметь там через 5 лет 500 тысяч программистов, ну, которые заняты в IT-индустрии. Мы хотим иметь, чтобы это были продукты, которые не просто делались, а оперировались у нас. Создать для этого условия. Это и законодательная, и судебная система, и интеллектуальные права, и все остальное. Вот если вот этот комплекс все подобрать, но сделать масштабно какая-то вещь, вот тогда это сработает. Пока мы затыкаем дырки в этом плане. Но мы затыкаем те дырки, которые не есть. Но IT-бизнес, слава богу, не мешает. Вот это большой плюс. Если посмотреть на тот же парк высоких технологий в Беларуси, вот считаешь ли ты, что вот это и является тем условием законодательно-судебной интеллектуальной собственности, который, возможно, Украине стоит посмотреть? Да, стоит. Нужно находить разные решения. Украина не может идти по какому-то следу чему-то, там, Беларуси, или там, Чехии, или Польши, или какой-то другой страны. Нужно находить свое. Но вот эти все большие преимущества нужно включать. И не просто там, давайте создадим тепличные условия для чего-то. Ну, это рано или поздно закончится тем, что у нас создавали такие условия, и оно не будет работать. Поясню, да, что есть такой специальный режим, да, в Беларуси, и почему мы спрашиваем о Беларуси у Сергея, потому что компания как раз-таки там большую часть свою также имеет офис, да, в Беларуси, и это определенное условие, которое конкретно для резидентов этого парка, это компании, которые там зарегистрировались, не физически сидят в каком-то парке отдельном, а именно юридически зарегистрировались в нем, имеют определенные условия. Как ты считаешь, что там от максимально вкусного, вот если там 1, 2, 3, какое преимущество получает резидент ПВТ в Беларуси?
Их не трогают правоохранители, например, я не знаю. В Украине это просто... Ну, это больше к Украине, наверное, привязано, да. Это то, что все-таки четкие критерии, четкие условия, которые это распределяют, определяют, почему ты там можешь работать. Это льготы, налоговые льготы. Но самое главное, наверное, то, что ты видишь перспективу там условно не года-двух, а 5-10 лет. То есть ты видишь четкие вещи, которые ты можешь спрогнозировать и через 5 или 10 лет. Потому что аутсорсинг, он более мобилен. Да, проекты взяли, работают, выросли, проектов нет, уменьшились. Продукт, он так не работает. Он может делаться 2-3 года. Поэтому ему нужны временные рамки, которые намного выше. Больше, скажем. Там бессрочно этот парк? Или, то есть нет, как у нас часто законодательство говорят, Детали я не помню, но ты все равно ты видишь перспективу намного больше. Okay. Вот этого в Украине не хватает. То есть у нас нет 50-летней перспективы на будущее. Я правильно понимаю, что в этом парке находится одновременно и продуктовое, и аутсорсинговое, то есть все вместе? Да. Okay. Есть критерии, которым нужно соответствовать. А если немножко вернуться позже, вернее раньше, то, что ты сказал, 92-95 год, твой первый бизнес, вот такой сначала вопрос, потому что так прозвучало все, человек очень амбициозный, целеустремленный. Какая у тебя мечта была, твои 19-18, с точки зрения бизнеса, чего хотелось в идеале? Ну, скажем так, первый бизнес это было 19 лет, то есть как у любых там молодых ребят, иметь все сразу, да? Вот. Опыт приходит со временем. Понимание того, что, с одной стороны, хочется что-то свое. То есть в те времена довольно сложно. Если кто-то там помнит, что это было, то люди поймут, что это такое. То есть когда нет работы, нет денег, нет всего, довольно все скудно, все тяжело, ты понимаешь, что идти работать там, условно, на фабрику, завод, либо куда-нибудь, и лишь бы отрабатывать, это неинтересно. Вот. Поэтому с ребятами потом как бы уже отдельно создали бизнес. Проработал где-то 4-5 лет, я понял, что этого мне мало. Бизнес закрылся, я пошел учиться дальше. Вот, поэтому одно связано с другим. Понятно, то есть мечта иметь свое, да, попробовать себя. Как бы ты сказал, с твоего опыта уже больше, чем 20 лет, я так подозреваю, согласен ли ты с тем, что 5-10% только людей могут быть предпринимателями? Или ты думаешь, что такое предприниматель? Каждому под силу? А вот стартовать свой бизнес. Все-таки я бы сказал, что все хотят, об этом постоянно слышно, но в итоге лишь немногие реально пробуют, да, на практике, например, регистрируют компанию. Угу. Скажу так, довольно часто ко мне даже там, не в компании коллеги, там, друзья, все остальные подходят, спрашивают. То есть зачастую это как раз молодые ребята, студенты, которые там 16, 17, 20 лет условно, да, приходят и спрашивают родителей, посоветуй, что нужно ребенку, чтобы он там стартовал, условно скажем. Зачастую, я не помню где, но где-то услышал, что нужно спросить самого себя или спросить тоже своего ребенка, что ты хочешь от жизни, да? Ты хочешь собственную компанию, или ты хочешь работать в большой какой-то компании, структуре и что-то делать. То есть это немного разные вещи. Многие отвечают, что да, как бы свой бизнес хорошо, но никто не понимает, что это такое на самом деле. И разделив это понятие для себя самого, собственный бизнес, либо работа условно по найму, либо где-то в какой-то структуре, вот тогда нужно двигаться дальше. Если ты хочешь собственный бизнес, если у тебя есть ресурсы, есть возможности, попробуй. Это не помешает. Это такой опыт, даже если не пройдет, человек научится намного больше за год каких-то сложных ситуаций, чем, условно, там 5 лет в институте. Это даст намного больше. Пауло Коэльо говорил, что каждый там, молодой человек в 16, 17, 18 точно знает, чего он хочет. Потом начинается работа, карьера, семья, лет 50 он забывает. И почему-то вроде бы все есть, квартира, машина, но что-то несчастлив, тем не менее. И поэтому очень коррелирует с тем, что в этом возрасте желательно, да, понять, все-таки большая корпорация или свое дело. Это очень интересно. Возвращаясь к 90-м, в чем это был бизнес? То есть в какой сфере? Скажем так, у меня несколько специальностей, да, почему я так долго учился. Первая моя специальность, я ушел в 86-м году, закончил школу. В те времена еще Советский Союз, условно, да. Молодой, не понимал, что нужно. Первая моя специализация это гидрогеология. То есть я инженер-гидрогеолог. Первый бизнес это было, с ребятами создали после окончания техникума сразу. Вот это там 92-й год, это скважины, вода. То
То есть на сегодняшний день, наверное, то, что там в ближайшие там, 30-40 лет будет самым важным, наверное. Вот. Ну, я понимал, что это тот бизнес, который, да, я могу работать, да, я могу делать качественно. То есть тот бизнес мне позволил за год купить первую машину. Вау. То есть, ну, Для молодого парня. да. Вот, поэтому я понимал, что, окей, я могу остановиться, но дальше что? То есть я не видел себя как такого дальше. Я понимал, что мне не хватает знаний, которые мне нужны, то есть то, что я хочу делать. Это все-таки работа руками, не головой. Для меня было важно работать головой больше. Вот, поэтому бизнес закончился, я пошел учиться дальше. То есть это международная экономика, управление. Это вот дальше идет. Понятно. Саму идею, вот ты сам придумал, или вот друзья, или вот вода из скважины, как она появилась? Ну, скажем, это то, что я закончил техникум. То есть это та специализация, которую я имел на тот момент. Понятно. Специфика ведения бизнеса 90-е, бандитские. Да. Было пересечение вот реально Конечно. бандитов? Вы приходили и говорили, что давай плати каждый месяц. Да. Да, было. Как, Без как, комментариев. как выживать в этих условиях? Сложно. Что помогло? Я не Сложно. знаю. Условно скажем, сейчас, ну, скажем так, это тот опыт, который позволяет сейчас не бояться ничего. То есть, ну, не страшно. То есть те времена были намного сложнее. Если кто помнит, кто знает, тот поймет. Как отреагировал Wargaming конкретно, то, чем можно поделиться, вот когда поняли, что все, начался карантин, похоже, это не просто карантин, это более длинный кризис, год-два. Были ли какие-то меры конкретно предпринятые? Конечно, еще до того, как мы все стали работать удаленно, в принципе, ну, многие вещи принимались, да, то есть еще когда в Украине было меньше, в Европе, в Америке, ну, в Европе там только все начиналось, мы как бы очень динамично, практически каждый день какие-то правила мы меняли. Когда кто-то возвращался с командировки, он 2 недели был дома на самоизоляции, да, находился в любом случае. Неважно, какой там частный бизнес, либо командировка, либо там частная поездка. Меры безопасности в офисе. То есть у нас еще больше года, там уже почти 2 года стоят антисептики. То есть это еще было до того. То еще за 2 года до... Да, ну как бы это... Как бы безопасность сотрудников на первом месте в любом случае будет. Каждый день что-то менялось. И мы не планировали там условно на месяц, на 2 недели, либо на неделю. Мы каждый день что-то меняли, что-то меняли, что-то меняли. Нужно быть динамичным в этом плане. И фактически после всего, как бы начиналось, то есть 2 недели мы принимаем решение о переходе на карантин. Какие-то бюджеты резали? Сокращали какие-то, оптимизировали какие-то расходы? Да нет, бюджеты как бы они автоматом будут резаться, да, там условно не нужно кофе, чай в офисе, потому что все работают дома. Вот. То есть оно абсолютно, наоборот, бюджеты как бы на другие цели просто перераспределялись. Да? То же самое, нужно доставить технику, мебель домой сотрудникам, да? Обеспечить их какой-то инфраструктурой, там, тоже связью, проводами и всем остальным. То есть нужно это было, на это нужны были бюджеты. Вот поэтому как бы это распределялось. По сути, находитесь в выигрышном положении, то есть у вас все стабильно и методично. Ну, давайте не говорить слово «стабильно». Стабильно — это когда ты понимаешь перспективу там, полугода-года. Да? В сегодняшнем мире никто не скажет, что такое стабильность. Вот. Поэтому на сегодняшний день Wargaming не срезает ни зарплаты, ни какие-то вещи. А хайринг продолжается? Хайринг продолжается, да. Сотрудники мы обеспечиваем удаленно, даже если мы набираем человека удаленно, то есть собеседования проводятся разными способами, мы берем людей. Вот за этот период, не помню точно, но там до 10 человек вышло. Круто. Вот. То есть, по сути, человек не приходит к вам в офис, вот полностью удаленно его прособеседовали? Да, наша IT-служба обеспечивает техникой, логистика доставляем, человек включается и работает. То есть документооборот, то есть все работает, но это работает все удаленно. Ну, фактически, как уже все больше месяца живут, так и живем. Хайринг-план никак не корректировали. Вот как он был, в таком же темпе продолжаете хайрить, или все-таки несколько не так? Хайринг-план зависит от проекта. Да? То есть те проекты, которые мы делаем, они делаются. То есть проект не живет там недели, 2 месяцев. Проекты живут намного дольше. С одной стороны, это преимущество продуктовой компании. То есть это не временные рамки, они более большие. Как будет ситуация там, условно, через месяц, 2, 3, давайте доживем, посмотрим. Почему работать в Wargaming круто? Ну, что это круто. Почему? Но есть другие компании. Это интересно. Во-первых, это интересно. Это динамика, интерес. Очень много все меняется. Проекты, работа, жизнь меняется у нас фактически, там, условно скажем, каждые полгода что-то интересное происходит, даже уже быстрее, может быть.
Вот. Поэтому люди, которые здесь работают, те отношения, которые налажены, то, как это все делается, да, вот, коллектив, это очень много факторов. Что должно случиться в профессиональном плане в твоей жизни, именно в карьерном плане, чтобы ты, не знаю, в 70, 80, 100 лет, у тебя внуки сидят на коленях, и ты сказал, что вот это было круто, вот это то, ради чего я работал, моя мечта сбылась. Это войти или не войти? Или вообще? От тебя зависит. От меня? Да, именно в профессиональном плане. Ну, скажем так, есть в профессиональном плане, есть в плане, опять же, там, не карьера, а именно то, что хочу сделать. Да? Есть вещи, которые я хочу сделать сам. Есть цели, которые я поставил перед собой. То есть они довольно, скажем так, амбициозные, с одной стороны. Вот когда этой цели добьюсь, вот тогда будет приятно сидеть и сказать, да, круто. Да, мой логичный вопрос, какая цель? Но это секрет. Такой сделаем небольшой подарок тех, кто нас слушал, то, что будут нас комментировать и прочее, подумать в следующую сторону. Вот если предположить, что у Сергея Шумигары есть один слот на бизнес-ланч, 45 минут, не больше, такой быстрый, настоящий бизнес, нет времени надолго. И у кого-то из тех, кто услышал это видео, есть шанс попасть на этот бизнес-ланч. Вот кто тебе интересен, с кем бы ты мог бы встретиться? Ну, во-первых, человек должен быть интересным, да? Разговор может быть о чем угодно, да, там, пришлите резюме, либо там пришлите проект, либо спросите меня что-то интересное. Если не брать бизнес, да, брать просто там личные отношения какие-то, да. Если человек в чем-то интересен, компетентен и может рассказать об этом, я бы сам поспрашивал его. Тогда совет для наших слушателей, кто это смотрел, комментируйте, пишите, что вы считаете, вот, для варгейминга будет нужно, полезно и интересно услышать Сергея Шумигаре в Украине, пишите нам, и кто-то один, не больше одного, я думаю, да, график очень плотный, но сможет рассказать это лично, если действительно будет идея, которая Сергея прям сподвигнет, да, выделить такое время.